Строительство мышц – задача непростая, особенно когда речь заходит о качестве и эстетичности. Но не стоит беспокоиться, уже давно известны ключевые тренировочные принципы для качественного роста сухой мышечной ткани. И поможет для этого механическая нагрузка. А какой она должна быть, ведутся споры по сей день на всех тематических форумах. Однако многие склоняются к тому, что именно 10-12 повторений и будут являться той золотой серединой в вашем тренировочном процессе. Обусловлено это тем, что именно столько повторений обычно может выполнить человек при использовании отягощений в диапазоне 60-70% от своего одноповторного максимума, правильной техники, амплитуде и так далее. А учеными было доказано, что именно этот вес способствует лучше всего качественной гипертрофии. Переходим к тренировочному объему. Именно на этой величине акцентируют свое внимание тяжелоатлеты и пауэрлифтеры. Но и культуристы тоже придают большое значение тренировочному объему. Объем – это общее количество проделанной вами работы за определенный промежуток времени, например, неделя. Или другими словами, это количество килограмм, поднятых вами за недельный тренировочный цикл. Рекомендуется в рамках тренировочной недели выполнять 9-12 рабочих подходов на тренируемую мышечную группу. Переходим к частоте тренировок, но тут важно помнить, что больше не значит лучше. Так, например, Дориан Яс в начале своей тренировочной карьеры уделял тренировкам всего лишь 3 дня в неделю. Остальное время он посвящал восстановлению. И это неспроста. Мышцы растут во время отдыха, а не во время тренировок в зале. Поэтому максимально уделяйте свое внимание частоте ваших тренировок. А вот теперь поговорим об отдыхе на тренировках. И здесь работает правило обратное предыдущему. Когда меньше, не значит лучше. То есть не нужно выполнять очередной подход, если вы чувствуете неполное восстановление. Например, высокий пульс, сбитое дыхание, забитость мышц. Не берем во внимание профессиональных атлетов. У нас цели более приземленные, поэтому тренируемся по мере восстановления. Так, например, в односоставных упражнениях можно отдыхать поменьше, а в тяжелых многосоставных упражнениях отдыхать между подходами следует подольше. Разнообразие. Это понятие важно как в обычной жизни, так и в росте мышц тоже помогает. Что это значит? А то, что полноценные накачки мышц важно использовать как свободные веса, так и тренажеры, например, рычажные или блочные. Плюс к этому используйте разные плоскости во время выполнения упражнений. А что насчет отказа или предотказа? Споров насчет этого очень много, но общие правила есть. Чем опытнее вы становитесь, тем важнее повышать интенсивность, в данном случае за счет отказных и предотказных подходов. То есть выполнять свой подход до того момента, когда вы уже не можете его выполнять в правильной технике, скорости или амплитуде. Но также важно помнить, что наше тело приспосабливается к нагрузкам очень хорошо. Есть такое понятие, как отказ в голове. Не путать с мышечным отказом. Крайние повторения тяжелого подхода очень нужны и важны для роста мышц. А значит, не препятствуйте головой этому. Лучше наоборот помогайте, заставляя мышцы работать лишние 2-3 повторения в отказ. Но и тут есть свои нюансы. Не делайте это слишком часто в своих тренировочных циклах. Иначе вы рискуете получить перетренированность или, как его еще называют, перегрузку ЦНС. На сегодня все. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями.